Поддержка проводной и реверсивной зарядки бокса. Активное шумоподавление на уровне топов мирового рынка. Уникальный дизайн, рабочие сенсоры приближения, быстрая зарядка и минимальная задержка. И если когда я держал у себя в руках их прошлую версию Oppo W31, я думал, зачем, то тестируя эти наушники, у меня возникал только вопрос, как? Продукт достоин вашего внимания. Всем привет, вы на канале Польза.нет, здесь ценят ваше время, у меня обзоры без лишних слов, подписывайтесь с лайком, читайте описание, чтобы участвовать в розыгрышах, которых много на канале. А сегодня я расскажу вам о беспроводных наушниках с активным шумоподавлением Oppo Enco-Free W51. И пока их распакую, напомню, что даже в плейлисте беспроводные наушники у меня на канале по ссылке в правом верхнем углу у меня более 130 обзоров на беспроводные наушники. Притом только единицы из них имеют функцию активного шумоподавления. Форм-фактор затычек подразумевает довольно бодрую пассивную шумоизоляцию, а когда к ней прибавляется активная, обычно получается все глухо, как в танке. Если этот обзор вам понравится, я обязательно сделаю топ беспроводных наушников с активным шумоподавлением. Благо на руках у меня их уже достаточно. Вернусь к Oppo. Пакинг очень приятный. Все, как вы заметили, началось с документации на китайском, далее 4 пары сменных кастомных амбушюр, но очень качественных амбушюр. Кабель зарядки Type-C, который лично мне не понадобится, бокс, наушники и все. Запаха химии нет. Пластик наушников и бокса по качеству не уступает AirPods Pro, но при этом он другой. Перфорированная надпись не выдает выскользнуть боксу из моих рук. И еще раз напоминаю, 9 из 10 товаров на канале я покупаю себе сам. Платных обзоров нет. Если мне что-либо засылают, я вас предупреждаю, но при этом даю оценку на основании моего опыта. Каналу 3 года, но он все еще домашний. И для меня ваше доверие намного дороже, чем доход. От того, что на YouTube Вилсакомов уже море и мест больше нет. И этот ролик с довольно большими отступлениями для того, чтобы вы поняли, насколько мне важен критерий цена-качество. А выбирать всегда вам. Хотя заточка наушников, конечно, под телефоны Oppo и их ColorOS, это не мешает им неплохо отрабатывать на телефонах других производителей, с которыми конкретно я тестировал. Это Pixel 4, 11 Pro Max и OnePlus 7T Pro. Бокс может не только заряжаться по кабелю Type-C, зарядка максимум за 80 минут, максимально на 5 вольтах 2 амперах, но и по воздуху. Одной рукой открыть можно. Внутри диод индикации заряда и сопряжения. По цвету можно определить уровень оставшегося заряда. При активации единственной кнопкой функции сопряжения с девайсами диод мигает белым светом. Все просто. Если у вас телефон на ColorOS, с точностью до 10% при подключении вам будет выводиться на экране анимация, на которой вы сможете узнать, сколько осталось в боксе заряда. Бокс заряжается любой беспроводной зарядкой, а также способен отрабатывать в режиме реверса с телефонами, которые это поддерживают. При тряске из бокса ушки не вылетают, даже если бокс открыт. В кармане помещаются на отлично, форма, как говорят, располагает. Одной рукой открыть можно, как и одной рукой достать наушники. Защиты от влаги и пыли нет. Наушники подключаются сразу же при открытии крышки бокса. Ну, логично, для этого их для начала нужно сопрячь с телефоном, к которому они будут подключаться. И если в W31 бокс был внешне похож на бокс от Huawei FreeBuds 3, этот бокс и правда уже уникальный. Вес без наушников 47 граммов, размеры 55 на 55 мм и на 23 мм в толщину. Емкость бокса 480 мАч, хватает на 4 полные перезарядки наушников и еще немного остается. По проводу бокс заряжается 80 минут, по воздуху 2,5 часа. Наушники. Стиль, который имеет отсылку к CD-дискам. Блестючие. В продаже 3 расцветки. Безумно удобные по форме. Защита от влаги и пыли IP54. Скромно, но моросящего дождика можно не бояться. Внутри Bluetooth версии 5.0 работает просто молниеносно. Быстрая зарядка на борту, но, к сожалению, многие путают ее с быстрой зарядкой наушников. По факту в рекламе имеется в виду быстрая зарядка бокса. Если заряжать по кабелю бокс в течение 15 минут, он выдаст 2 полные перезарядки наушников, которых в идеале вам хватит на 2 перезарядки и 9 часов звучания на 50% громкости. Сами наушники в боксе заряжаются около 80 минут до 100%. Тапы для гарнитуры можно переназначить только в ColorOS, как и обновить прошивку. Возможно, после ролика появится программа для Android, а ссылка к сайту Oppo для скачивания программы есть в инструкции. Но на самом сайте программы пока нет. Ее можно скачать в сети на форумах, и она даже встанет на ваш смартфон, но пока по отзывам работает только на телефонах Realme и Oppo. На моем OnePlus и Vivo Nex 3
тех же BBK, программа сейчас отказывается работать. Ну и не особо, если честно, мне это нужно. Рано или поздно адаптируют, учитывая, что глобальная версия этих наушников уже находится в продаже. В стоке наушники работают под управлением тапов. Свайпы не поддерживают. Можно вызвать голосового помощника и активировать режим шумоподавления. Разумеется, можно отвечать на вызов и сбрасывать его прямо с наушников. Плюс можно перелистывать треки вперед. Перелистывать треки назад, как и менять громкость, можно только с телефона или при помощи голосового помощника. Наверное, в BBK думают, что эти функции пользователям не нужны. На максимальной громкости с активированным режимом шумодава вы даже кричащего вам в лицо человека не услышите, не говоря уже о транспорте. И даже при отсутствии проигрываемой музыки, часть шумов активированный шумодав обрезает, хотя и немного, по автономности. Без активированного шумодава в связке с OnePlus 7T Pro на 50% громкости уши отыграли 4 часа 10 минут, что является довольно посредственным результатом. У наушников есть датчики приближения, работают и с iOS, и с Android как часы. Вынули наушник, автоматом пауза, вставили, началось воспроизведение. Функции прозрачности, как в AirPods Pro, нет. Шумодав либо есть, либо нет. На высокой громкости не хрипят. Белый шум отсутствует. В китайской версии, которую я купил, китайский голос, который говорит об активации режима шумодава. Слегка нервирует. При сопряжении с телефоном слышится едва заметное бульканье. При переключении шумодава и обратно китайский женский голос извещает об этом. Если переключать трек вперед, звукового сигнала нет. Задержка в YouTube играх по мне не ощущается. Вот вам пример работы. При работе в режиме гарнитуры используется в сумме 6 микрофонов. И результат по мне уже близок к AirPods-овскому, но не совсем. А я редко говорю, что работа в режиме гарнитуры мне понравилась. Вот пример работы гарнитуры. Хотя есть свои косяки. Пример работы беспроводных наушников Oppo Enco W51 на улице. Прямо рядом с дорогой, ветра практически нет. Иду пешком, медленно, рядом проезжают машины. Микрофонов здесь 6 штук, и в идеале вы должны слышать меня достаточно хорошо. Пусть чуть-чуть хуже, чем в AirPods, но в то же время прилично. Если это не так, значит микро не фонтан. Но если это так, то наушники удались, потому что, учитывая, сколько они стоят и количество плюшек у них, просто феерично, фантасмагорично. Тест работы микрофонов беспроводных наушников Oppo Enco W51 в помещении. И тех, кто не заметил по картинке, даже звуковод у Oppo W51 отличается от Oppo W31, притом значительно, и он значительно больше. А как работают микрофоны в помещениях, которые довольно пустые, при этом имеют потолки 3,60, вы сейчас слышите. В сумме работает примерно как AirPods Pro, но в отличие от AirPods Pro нет прозрачного режима, поэтому при включении шумодава контраст кажется небольшим. Звучание немного хуже, чем в AirPods на iOS-системе. В Android мне больше понравился звук у Oppo. Радует, что нет белого шума ни на паузе, ни на максимальной громкости. Запаса громкости точно хватит для желающих потерять слух или постоять у самолета с ухмылкой «а я ничего не слышу». Бас раскатистый, глубокий, и притом он не пожирает другие частоты. Несмотря на V-образную АЧХ, и это, конечно, хорошо. Сочная, внятная и ясная середина добавляет эмоции драйва. Высокие частоты не зажаты. Звук, конечно же, хуже, чем в тысячных соньках, с которыми часто очень в сети их сравнивают, но лучше, чем в AirPods Pro и на голову выше их стоимости. Понятно, что стоят они в 2,5 раза дешевле, чем те же соньки. Плюс габариты у них адекватные. Минусы. Бокс моментально покрывается царапинами и жирными пятнами. Лучше покупать сразу с чехлом, который стоит всего $1. Программа не для всех ОС, посредственная автономность и дизайн на любителя. Плюсы: комфорт, качество сборки и материалов, отличное звучание, стабильное подключение и отрабатывающий по максимуму шумодав. Цена по ссылке в описании к видео около $79 с бесплатной доставкой. Понятно, что нужно всегда использовать купоны и не забывать менять регион на свой. Кто-то, кстати, из подписчиков умудрился их купить за 63. Я покупал их вообще за 90. Резюмирую, советую. Ушки топ. Приятно удивили и поразили. Если вам нужен активный шумодав и хороший звук по выгодной цене, это выбор на 100%. Не забудьте подписаться
подписаться и поставить лайк за труды, напишите, делать ли топ наушников с шумодавом, участвуйте в розыгрыше 5 Mi Band 5 серии каждый месяц и не забывайте еще про 12 девайсов, которые я сейчас разыгрываю. Девайс сюда или нет, Пользанет даст ответ. Добра и удачи вам, дорогие друзья!